Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня вашему вниманию я представляю экспресс-метод приготовления бисквита женуаз. Французский бисквит женуаз, который печется без разрыхлителя, без соды, на сливочном масле. Обычно он печется, естественно, для этого требуется у нас водяная баня, введение масла порциями, введение муки, там перемешивание лопаткой. У меня этого ничего не будет. А результат будет просто потрясающий. То есть рецептура у нас остается та же самая, но у нас меняется именно сам способ приготовления, он упрощается в разы. Сколько раз я пробовала печь и так, абсолютно никакой разницы на вкусе не дается. Для этого нам потребуются следующие продукты, которые вы видите на экране. Здесь у меня 9 яиц. Я буду озвучивать сейчас классическую рецептуру на 6 яиц. 6 яиц, 40 грамм крахмала, 180 грамм сахара, 10 грамм ванильного сахара, 140 грамм муки и 80 грамм несоленого сливочного масла. Я для этого не подогреваю ни яйца, не смешиваю их с сахаром. Я сразу яйца отправляю в дежу миксера. То есть никакой водяной бани я здесь не произвожу. Сразу все отправляю в дежу миксера. Сахар туда же отвешенный 180 грамм. И также на маленьких оборотах миксера, яйца у меня комнатной температуры, я начинаю их постепенно вот так вот как бы размешивать друг с другом. То есть они еще пока не взбиваются. Туда же я добавляю ванильный сахар. И туда же я сейчас добавляю ложками кукурузный крахмал. Лучше, конечно, кукурузный использовать. Вот. Такие еще умеренные обороты миксера. Это я все лайв показываю. Это не ускоренная у меня съемка. То есть это реальное время здесь на съемке. И просто перемешается весь этот крахмал. Не надо за него бояться, что какие-то комочки будут. Потому что взбиваться будет минут 15 вся эта масса. Я не знаю, какая мощность у вас у миксера. Здесь у меня 700 ватт у этого миксера. Дижа миксера у меня здесь 7 литров, поэтому здесь, в принципе, он берет такие большие объемы бисквитов. То есть сейчас я уже ускоряю до максимума, так как я всегда взбиваю на этом миксере бисквиты. И таким образом взбивается наша меренга, назовем ее так, да, до плотной такой пышной массы. Почему мы узнаем, когда у нас бисквит уже взбит достаточно, да, чтобы вводить муку и следующие ингредиенты? Когда на тесте, на бисквитном, будет оставаться след от венчика. Нам нужна будет еще просеянная мука, вот я показываю, и растопленная комнатной температуры, ни в коем случае не горячее сливочное масло, не соленое. Тем временем, пока взбивается наш бисквит, я подготовлю форму для выпекания. Для этого я беру 2 такие стальные формы разъемные. Они у меня, я их поставила на диаметр 18 сантиметров. Застилаю их низ фольгой для запекания. Многие спрашивают, нужно ли эту фольгу еще застилать бумагой для выпечки. Я этого не делаю по одной простой причине, что все бисквиты от этой фольги отделяются великолепно. И это фольга для пищевых продуктов, то есть она предназначена для того, чтобы в ней запекалось мясо, рыба и другие продукты. Вот такие вот формы у нас получаются. Я ставлю обязательно перед тем, как я наливаю туда бисквитное тесто, обязательно уже на противень, иначе это все тесто у нас выльется. Все, меренга наша взбита, назовем ее так, потому что это еще пока не тесто. И вот на таких медленных оборотах миксера мы вводим туда всю нашу муку. Чуть побыстрее даже, то есть единицу у меня здесь скорость. И вот здесь тоже реальное время я показываю. Вот такими вот интервалами я по ложке ввожу туда муку. Никакой лопаткой, ничего я не перемешиваю, потому что раньше на производстве всю жизнь все мешали просто миксерами. И также я вливаю все струйкой туда,
сливочное масло наше. Никакой лопаткой я ничего не перемешиваю. То есть процесс ускоряется в разы. Результат будет просто изумительный у этого бисквита. Вы увидите сами, как он нарезается. Все, вот это было реальное время. Дольше масла взбивать не нужно. То есть вот такая вот однородная консистенция. Получается, это просто пузырьки воздуха. Там то, что вы видите. Бисквит весь идеально размешан, бисквитное тесто. И мы его уже начинаем заливать в наши формы. То есть форму мы заполняем не полностью, ни в коем случае. Форму мы заполняем где-то на 3/4. Вот так, как вы видите на экране. В данном случае мне нужен был высокий тортик. Поэтому я сразу взяла 2 формы и выпекала в 2 формах. Когда вы соберетесь на одном противне выпекать 2 формы, ни в коем случае не ставьте их близко друг к другу, иначе вот эти места соприкосновения форм у вас просто там не пропекутся эти бисквиты. Поэтому всегда оставляем определенное расстояние между этими формами. Мы ставим наши бисквиты в разогретую до 175 градусов духовку. Режим у нас без конвекции вверх-вниз. Выпекались они у меня где-то 40 минут. Если бы был один бисквитик, он бы выпекался, конечно же, быстрее, где-то минут 30. Но у меня 2 бисквита на одном противне, поэтому выпекались они 40 минут. Проверяем их готовность, естественно, деревянной шпажкой. Шпажка у нас выходит абсолютно чистая и сухая. Бисквиты у нас готовы. Вот такие они ровные, идеальные они получаются. Мы их вот так вот переворачиваем на решетку и ставим остужаться при комнатной температуре. Где-то часа полтора они у меня простояли. Вот такие вот они идеальные. Отстоялись. Внутри я их сейчас буду сразу же разрезать. Я их достаю из форм. Во-первых, сначала я, конечно же, удаляю фольгу снизу. И сейчас я вам покажу, каким ножом я их вырезаю из форм. То есть нужен тонкий, длинный нож. Мы по ободу соприкосновения именно бисквита и формы проходимся этим тонким длинным ножом. Бисквит отделяется изумительно от формы. Он очень такой нежный, но в то же время он очень хорошо держит форму. То есть бисквит сразу же, без всяких комков, без всего отделяется от формы, когда мы его вот так вот, нож, конечно, плотно держим к нашей форме, чтобы не было никаких просветов, и все. И мы его переворачиваем также на решетку. И если нам не нужен в срочном порядке этот бисквит, мы его убираем обязательно в пищевой пленке в холодильник. Он там прекрасно хранится несколько дней. Вот так вот, таким образом я хочу вам показать днище этого бисквита. То есть дно у нас абсолютно ровное, не поджаренное. Видите, бока какие хорошие у бисквита. То есть он идеальный, этот бисквит. И приготовлен он именно экспресс-методом, который абсолютно никак не влияет на его вкусовые качества и на качество его поведения в торте этого бисквита. Наоборот, даже, мне кажется, он даже плотнее получается после перемешивания именно миксером. Разрезать я буду свои бисквиты сейчас такой струной специальной, да, кондитерской. Вот такие вот идеальные бисквитики. Еще раз показываю вам. То есть бисквиты внутри еще немножко теплые даже были, когда их нарезала. Чем они хороши? Они идут сразу же после вот такого остывания, даже при комнатной температуре, сразу их можно нарезать в торт. То есть бисквит я выставила на 3, вот это вот деление у струны. Режется он действительно прям как по маслу. То есть вот такое выражение народное, как по маслу, это про этот бисквит. Текстура у него тонкая, пористая, нежная очень. Он как и на вкус нежный, так же и на ощупь. И в торте он очень и очень стабильный. Видите, вот он еще теплый. Вот зря температуру нельзя показать по видео, но надеюсь, что вам и так понятно, да, то есть вот он идеально нарезается, он не крошится, то есть у него нет таких вот огромных крошек каких-то. Вот смотрите, какой он гладкий, то есть в разрезе торта он будет очень красиво и достойно смотреться. Вот такой вот обрезочек остается. Обрезки можно скушать прямо с чаем, полив его любимым сиропом, этот кусочек этого бисквита, или с вареньем, или просто посыпав сахарной пудрой. То
То есть вот такие вот они идеальные, эти коржики. И в конце я совершенно забыла разрезать ножиком. В конце я покажу, как можно его, этот же бисквит, резать обычным хлебным ножом. Вот сейчас на этом корже я вам показываю. Я вот забылась, просто взяла опять эту струну. И беру обычный хлебный нож и разрезаю так же. Идеально он режется и хлебным ножом. И это теплые бисквиты. То есть он настолько быстро готов к работе, этот бисквит, что трудно себе представить. Вот такие вот изумительные бисквиты у нас получились. То есть они пружинят, я их показываю, что они реально пружинят, эти бисквиты, даже в теплом состоянии. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я всем желаю успехов и до встречи в новых видео.